Друзья, всем привет! Вы на каналчике Писец Play, и по многочисленным просьбам я решил сделать видео моих настроек аккумулятора GameLoop и моей чувствительности и полностью всех моих настроек в PUBG Mobile. Плюс в конце видео будет бонус, как сделать русскую раскладку на эмуляторе GameLoop. Ребят, прежде чем мы начнем, я, пожалуйста, вас попрошу поставить лайк этому видео, подписаться на каналчик и обязательно поставить колокольчик, так как каждый день у меня проходят стримы. Буду ждать вас на стриме. Погнали. Итак, первым делом, если у вас что-то лагает, что-то не работает, обязательно удалите эмулятор и скачайте заново. Все, обновляемся до последнего, и все будет работать идеально. Дальше нажимаем настроечки. Основное, ничего не менял, ничего. Движок, вот такие настроечки у меня автоматические, 4 галочки, сглаживание выключаем, память ставим свою, если у вас 16 гигов, то ставим, как у меня, 8 гигов. Процессор ставим автоматически, разрешение ставим в зависимости от вашего экрана и в зависимости от вашей видеокарты. У меня 1050 Ti, я раньше играл на 1920 на 1080, сейчас я играю на 2560 на 1440 2К. DPI экрана ставим, также все зависит от вашей видеокарты. Если тянет, ставим на максимум, если не тянет, ставим 240 либо 120. Модель ничего не трогаем. Игра, у меня в данный момент PUBG Mobile. Если у вас слабенькая видеокарта, ставим 720p. Если более-менее, ставим 1080. Я играл все время на 1080. Сейчас я поставил себе 2К, сверхвысокое разрешение. У меня карточка 1050 Ti. Соответственно, если ставим здесь 2К, значит и в движке ставим 2К. Если ставим здесь 1080, значит в движке ставим 1080. Ну, я думаю, это понятно. Графика. Если у вас слабенький ПК, ставите автоматическое. Если средний, то ставите баланс. Если более-менее тянет, HD. Частота кадров можете поставить на 90, можете ставить по умолчанию. Погнали настройки в игре. Здесь быстренько пробежимся, не буду вас долго задерживать. Ребят, не забывайте поставить лайкосик данному видео, подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропускать видео и стримы. Помощь прицеля у меня включена, но она все равно вроде как не работает на эмуляторе. Индикатор преграды прицеливания у меня выключен. Дробовик нажать, звуковые эффекты выстрел в голову нажать. Кастрюли вот эти. И давайте, я не буду тогда читать, я просто медленно спущусь. Вы, если что, посмотрите, поставите на паузу, какие у меня настроечки, какие что. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментарии, я обязательно на них отвечу. Чувствительность рывка, это вам не нужно нажимать на Shift, если вы делаете на 100. Вот так вот у нас здесь. Функции лайка, отношения. Позволит другим игрокам видеть отношения. Ну и все. Поехали. Графика. Плавно 90 FPS. В лобби то же самое. Плавно 90 FPS. Если вы хотите ставить у себя на эмуляторе 90 FPS, то ставим плавно и 90 кадров в секунду. Фильтры. Насыщенный. Цветовая у меня такая. Яркость 100. Нестандартный экран на 0, автонастройка графики выключена. Управление. Для тех, у кого там не работают кнопочки, не работают что-то, ставите третью. Ставите, и все у вас будет работать. Все у вас будет работать. Я здесь ничего не менял. Эмулятор сам подставляет все. Абсолютно сам. Транспорт выбираем вторую. Если у вас не работает Shift, обязательно напишите в комментариях, я знаю, как его починить. Чувствительность. Вот моя чувствительность, ребятки, для тех, кто интересовался, спрашивал. Вот вам показываю свою чувствительность. Чувствительность камеры, свободный обзор. 27, 27, 27. Чувствительность камеры при проведении по экрану без стрельбы. Ну, это когда вы просто в прицел заходите и, короче, двигаете. Вот такие. 18, 18. Прицел третье лицо 18. Прицел первое лицо 6. Коллиматор 6, прицел 3х2, 6х1, 2х4, 4х2, 8х1. Кстати, 6х у меня был на 2%, но так как я стал пользоваться им в снайперских винтовках, то я поставил на 1%. Вот, чувствительность прицела у меня абсолютно та же самая. Вот, ребят, можете посмотреть, абсолютно та же самая, как это.
Чувствительность гироскопа мы не трогаем. Поехали дальше. Подбор. Ну, тут рассказывать нечего. У меня выключен подбор. Вы делаете как вам угодно. Как вам удобно, так вы и ставите. Играете с подбором, играете с подбором. Играете без. Нажимаем на кнопочку F и подбираем. Ну, прицел, что прицел? Прицел обычный. А переключение быстрого прицела обязательно включайте. Это дает вам возможность быстро переключаться с прицела на прицел. Аудио. Аудио стоит на всю. Музыка, соответственно, меньше. Интерфейс меньше. Все. Настройка эффектов у меня здесь зеленый. Эффект урона зеленый. Язык стоит русский, английский. Для тех, у кого долго подбор матчей происходит, смотрите. Заходим в настройки. И настройки делаем абсолютно как у меня. Выбор сервера. Европа, согласно языку. Отключаем. Выберите первый язык русский. Выберите второй язык. Пусто. Все, сохранить. И все, у вас подбор будет хороший. Итак, как я обещал, бонус. Итак, мы вышли, друзья. Нажимаем кнопочку F9. Появляются настроечки. Переходим в настроечки. Ищем здесь язык и ввод. Переходим сюда. Язык и ввод. Клавиатура и способы ввода. Физическая клавиатура. Нажимаем физическая клавиатура. Вот QQ, Game, VKM, что-то там. Заходим сюда. Здесь мы выбираем, листаем вниз, ищем русский. Русский, клавиатура Android. Нажимаем ее, у вас здесь остается русский. Заходим в игру, печатаем по-русски. На этом с вами будем заканчивать. С вами был Писец Плей. Спасибо большое, то, что досмотрели это видео до конца. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, поддержите меня. Всем удачи, всем пока-пока, всех обнял, жду на стриме.